Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю классический медовик, торт, который любят очень многие. Торт по этому рецепту получается идеально ровным, буквально тает во рту, с умеренным количеством сливочного масла и сахара, с хорошим количеством меда. Коржи получаются необыкновенно вкусными, идеально ровными. Даже при выпекании эти коржи сохраняют свою форму, не видоизменяются. И так покажу и расскажу все в данном видео. Здесь у меня 3 яйца. Каждое яйцо весом по 50 грамм. Туда же я отправляю щепотку соли, 180 грамм сахара, 150 грамм меда. Мед здесь берите, который более такой насыщенный по вкусу, чтобы он чувствовался у вас в торте. 90 грамм сливочного масла. У меня размягченное оно уже сливочное масло. И 1,5 чайных ложки без горки соды. Ни в коем случае не с горкой. Без горки 1,5 чайных ложки. И идем сейчас. Нагреем эту смесь на умеренном огне, кастрюля у меня с толстым дном, до полного растворения сахара, масла, и чтобы сода вступила в реакцию с медом, так как мед имеет кислую среду, он погасит соду. Видите, как только масса начала белеть слегка, сахар полностью растворился, и сразу же уже снимаем с огня. Уже все готово. Эту очень теплую смесь переливаем в емкость, где будем замешивать тесто. Сейчас я просеиваю туда 600 грамм муки. Здесь у меня останется еще грамм 30 муки. Смотрите по качеству вашей муки. Она везде разная мука. И замешаю сейчас буквально плотной такой силиконовой лопаткой все это тесто. Делается это очень быстро. В процессе вымешивания вот так выглядит тесто. Вы можете и руками замешивать это тесто. Просто силиконовой лопаткой плотной удобно, она не липнет. И вот такое тесто в итоге у меня уже получается. Оно уже практически не липнет к рукам. Вы его можете на полчаса убрать в холодильник, но я этого не буду делать. Вот эти оставшиеся 30 грамм муки здесь у меня, я ими просто припыляю поверхность. Я все это подробно напишу в описании к данному видео. Сейчас раскатываю такой жгут из теста и делю это тесто на 11 частей. Примерно они у меня по 100-105 граммов. Можно их взвесить. Вот такие шарики я скатала из теста, и обязательно в процессе работы накройте шарики пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. И сразу же начинаю раскатывать тесто. Я даже не даю ему лежать в холодильнике. Если оно полежит, оно не будет так сильно пузыриться. Но у меня времени не было, и я вам показываю даже результат, когда это тесто абсолютно не лежало в холодильнике. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Раскатываю сейчас не толще, чем 3 мм этот корж. То есть корж должен быть достаточно тонким. Сейчас вырезаю сразу по трафарету. Трафарет у меня сегодня крышка 21 сантиметр. И отправляю выпекаться примерно на 8-10 минут. Смотрите по своей духовке. Накалываю здесь вилкой, но можно этого не делать. Покажу следующие коржи, как я их не накалывала. То есть разницы особой здесь нет. И убираем сейчас где-то 8-10 минут. Смотрите по вашей духовке. Вот так испекся у меня корж. Обрезки я сейчас вам покажу, как я их делаю, чтобы они не подгорали. Они, бывает, подгорают. Я их потом скатываю в единый такой жгутик, чтобы они уже у меня были более плотным таким кусочком выпекались. Делаем также следующие коржи. Вот такой жгутик я, видите, собрала все обрезки и буду выпекать единым жгутиком таким.
Так будет лучше, потому что обрезки таким образом не подгорают. Вот так вот выпекся корж без накалывания вилкой. Сейчас я сразу его прижимаю крышкой в горячем еще виде, чтобы все мелкие даже пузыри ушли. Обязательно в горячем виде, потом уже ничего с ним не сможете сделать. Если полежит тесто где-то полчаса в холодильнике, уже пузырей будет гораздо меньше или вообще их может не быть. Коржи не липнут друг к другу, их можно складывать уже стопочкой. Я выпекла 11 коржей, они идеально ровные. Вот такие обрезки у меня получились. Видите, вот эти жгутики также, они у меня все пропеклись. Теперь приготовим крем. В данном видео я буду делать классический сметанный крем. Больше всего я люблю с медовиком именно сметанный крем. Можно также заварной крем приготовить. Здесь у меня 400 мл очень хорошо охлажденных сливок, 2 пакетика ванильного сахара и 200 грамм сахарной пудры. Взбили сливки и добавляем туда 800 грамм сметаны. Очень хорошо охлажденный, 30% жирности. Можете 25 добавить. Просто для густоты крема я всегда беру наиболее высокую жирность у сметаны. Все это просто аккуратно перемешиваем. Ни в коем случае ничего не взбиваем венчиками. Крем уже готов. То есть крем элементарный. Вы можете также использовать заварные виды кремов, различные. Огромное количество заварных кремов есть на моем канале. В плейлисте рецепты кремов вы найдете огромное количество крема. Итак, начинаю собирать торт. Я выкладываю примерно по 3 столовых ложки таких полных с большой горкой крема на каждый корж. Это примерно 120 грамм. Я взвешивала уже на весах, знаю уже это. И аккуратно распределяю все это, чтобы ровный был у меня слой крема. И таким образом сейчас буду собирать весь торт. Видите, вот этот корж я накалывала вилкой. Особой разницы я не увидела никакой. Торт получается сразу идеально ровным, потому что коржи не изменяются при выпекании, то есть они не стягиваются, тесто очень хорошее. Здесь я хочу отметить, что если вам нужно рассчитать на более большой диаметр, если вам, допустим, нужен торт 24 сантиметра диаметром, у вас получится где-то 10 коржей, 9-10 коржей. Если 26 сантиметров, 7-8 коржей. То есть просто будут ниже у вас эти тортики. И также такое же количество сметанного крема тогда берите. Здесь у меня полностью уже торт собран. Стягиваю его ацетатной пленкой и кондитерским кольцом и убираю его на ночь в холодильник. Для того, чтобы торт очень хорошо пропитался. Потому что медовик, он требует пропитки, конечно же. Прошла ночь. И я сейчас измельчаю в измельчителе обрезки, просто чтобы посыпать торт. Еще хотела сказать, что если вам не нужна посыпка для этого торта, конечно же, коржей у вас будет больше. Вы тогда можете их раскатывать непосредственно уже на то количество, на которое вам нужно. Достала торт из холодильника, снимаю с него кольцо кондитерское. Вы посмотрите, какой он идеально ровный, этот торт. Ничего в нем не нужно ни подрезать, ни обрабатывать. Сейчас измельченной крошкой я покрываю бока торта. Вы также можете измельчить орехом мелким, посыпать, если вам нравится. Здесь у меня форма для пельменей. И очень удобно сделать такую имитацию как бы пчелиных сот. Такой рисунок. Это просто у кого будет желание. Это абсолютно не обязательно. Просто как такая декорация для медовика. Получается такой сразу рисунок. Украшаем по желанию. У меня здесь орехи, безе, конфеты. И торт уже готов. И торт уже мы можем сейчас разрезать. Нарезается он идеально ровно, этот торт. Вот такой красивый у него разрез.
И торт, конечно же, необыкновенно вкусный. Он просто тает во рту. И он не забит ни сахаром, ни чрезмерным количеством сливочного масла. Очень советую попробовать мой рецепт. Он очень хорошо надламывается вилкой, все коржи прослеживаются. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.